Слушай, ты деньги получишь только тогда, когда ты продашь на деле. Прежде всего, конечно, наша миссия — это создать в России авторское шампанское высокого уровня и качества, сопоставимо с шампанским, которое производится во Франции. Путь к созданию этого продукта — это, конечно, творчество, это искусство. Ты никогда не сделаешь хорошее вино, поэтому... Всем добрый день! Сегодня я общаюсь с замечательными ребятами, у которых очень интересный бизнес. Мы встречаемся в преддверии Нового года, и думаю, наша встреча особенно актуальна. У меня в гостях Иван Крутько и Ксения Харушникова, владельцы винного дома Иван и Ксения Крус. И мы сегодня поговорим о том, может ли создание премиальных вин в России стать прибыльным бизнесом. Добрый день, ребят! Да, добрый день, всем привет. Здравствуйте! Я предлагаю начать с того, чтобы вы рассказали о своей компании, какие-то основные цифры, факты, историю возникновения этой мысли от идеи до реализации. Ну, давайте начнем, наверное, с миссии. То вообще, для чего мы создали наш дом и для чего стали заниматься виноделием. Ну, прежде всего, конечно, наша миссия — это создать в России авторское шампанское высокого уровня и качества, сопоставимо с шампанским, которое производится во Франции. И мы, конечно, говорим о том, что, ну, понятно, что это путь очень непростой, но для этого мы как раз заморочились и реально создали международную команду, которая работает с нашим брендом и позволяет его сделать таковым. У нас работают как французские мастера и энологи, так и русские мастера и энологи, поэтому, вот, наверное, это основная такая идея. И мы первая в России команда, которая будет производить премиальное гастрономическое авторское шампанское, выполненное методом шампаньяз, с выдержкой в специальных бочках, которые сделаны из особого дуба, который вырос в лесу Аргон, в Шампане, во Франции. И в число наших вот экспертов, с которыми мы последние 2 года работаем, входит, например, Эммануэль Бургиньон, это специалист номер 1 в мире по анализу почв и по подбору винограда и растений, которые необходимы. Давай, наверное, расскажем, как начиналась наша история. На эти почвы. Да, потому что, на самом деле, у нас земля в Крыму, это 2,6 га. Причем как? Ксения увидела эту землю и говорит, так как она длительное время жила в Шампане, то говорит, почва такая же, вот интуитивно чувствую, что здесь такая же почва, как в Шампане. Ну и дальше завязалась уже эта история. Когда мы пригласили как раз французского специалиста Эммануэля Бургиньона к нам на землю, он взял пробы, и он подтвердил, что земля действительно смелованная, что раньше на этой территории было море, поэтому очень много ракушечника, и оно подходит идеально, так же, как в Шампане, под такие сорта, как Шардоне этой серии. Поэтому вот как раз и стали заниматься этим делом уже непосредственно. Качество и характеристики земли явились обоснованием, почему этот бизнес зародился именно в России. Почему идея стала воплощаться? Это, знаете, как вот зародилась идея, а дальше мы идем уже по шагам. Да. Сначала одну гипотезу проверили, потом вторую, и вот таким вот образом как раз и вот получился тот бизнес, которым мы занимаемся, и то дело, которым мы занимаемся. Но вы все-таки рассматриваете это как бизнес или как хобби? Давай сначала твоя позиция. Да, мы рассматриваем это как бизнес. В августе 2023 года мы заложили первый коммерческий винтаж, 9000 бутылок. Из них 7000 – это премиальное вино, белое, розовое и красное. В ценовом сегменте около 3000 рублей. И 2000 бутылок – это наш люкс-продукт. Это вот как раз премиальное шампанское, которое выдерживается на осадке в бутылках 4 года и 8 лет. И стоимость у 4-летнего около 8000 рублей на данном этапе, если сейчас предвыкупать его. А 8-летнего 30 000 рублей. А сейчас, если его предвыкупать. Естественно, через 8 лет уже на готовые бутылки ценник будет подниматься. И каждый год продажа 9000 бутылок будет приносить нам 85 миллионов рублей оборота. Ну, то есть за 5 лет мы планируем выйти на оборот 500 миллиарда рублей. Ну, для меня, наверное, эта история немножко сложнее, потому что я 21 год работал в корпорациях как топ-менеджер. И для меня, наверное, это еще все-таки история личной трансформации, когда ты начинаешь заниматься личным предпринимательством. Поэтому, когда Ксения вот пришла с этой идеей, я говорю, да, давай инвестируем, давай пробовать, давай тестировать гипотезы.
Потому что вот по основному виду деятельности я занимаюсь больше цифровой трансформацией и B2B-продажами. Это вот то, условно, что позволяет мне сейчас инвестировать вот в наш винный проект. Но успех, наверное, этой деятельности еще не только в качестве и характеристиках земли, но и в команде. Наверняка у вас есть какие-то планы по привлечению сотрудников. Они есть? Дополнительное расширение штата? Да, спасибо за вопрос. Продолжу рассказывать про следующих участников тоже нашей команды. Ну, про Эммануэля мы уже вкратце рассказали. Ну, давай повторим еще раз, да, с точки зрения, Да. как зарождалась эта идея, как работала наша команда. Ну, Эммануэль Бургиньон – это специалист номер один в мире, который проанализировал наши почвы и сделал 100-страничный отчет после визита 4 января 2023 года в Крым. И он, да, еще, наверное, что важно, что он работает на такие дома, как Жак Селос, Анри Жиро. То есть это вот прям топ-левел шампани с точки зрения французских домов. В своем 100-страничном отчете, проанализировав 20 килограмм нашей земли в лаборатории в Бургундии, в своей семейной, он написал, что у нас, правда, великая земля, которая будет давать великое вино, схожее с Гран-Крю шампани Бургундии. Он нам порекомендовал определенный виноград, определенные саженцы закупить в премиальном питомнике саженцев во Франции, Эбенжер. Мы с Иваном побывали в сентябре 2023 года в этом питомнике, посмотрели, как выращиваются наши растения. Весной 2025 года мы их высадим на нашем теруаре. А пока мы работаем с виноградом наших соседей. Каждое лето отсматриваем лучший виноград и покупаем вот лучший виноград. Вот, и в дополнение к Эммануэлю расскажем вам про участника нашей команды Жером Виар. Он, Давай я про Жерома расскажу, Да, наверное. пожалуйста. Жером – это как раз вот, наверное, ту изюминку или вот то уникальное предложение, которое мы хотим дать на российский рынок. Он как раз производитель бочек из леса аргон. То есть это специальный дуб, который позволяет, делает шампанское более тонким, более гастрономичным. Поэтому мы, наверное, первые в Россию, кто завез эти бочки и как раз делает выдержку именно в бочках аргон. Поэтому его экспертиза, его контакты, его способ ведения бизнеса, потому что, вот знаете, что меня еще удивило вот, с точки зрения, когда ты общаешься с предпринимателями во Франции, то, что они не стремятся к каким-то большим масштабам. У них есть какое-то небольшое дело на 2000 бочек там, или вот на там, определенное количество саженцев, и они, конечно, вот прям радеют за качество продукта, и вот это нам очень близко по духу. Поэтому мы работаем с такими небольшими предприятиями, что с точки зрения саженцев, что с точки зрения бочек, которые могут обеспечить нам определенный уровень качества, который мы уже можем транслировать внутрь. Ну и, конечно, да, Жером Виар является просто легендой шампани. Про него написаны книги в музее шампани в Эперне. Вот, есть вот исследования и как раз книги на тему вот его уникальной работы, потому что он следит за каждым дубом, которому 300 лет, и в разных секторах леса дуб впитывает разные минералы, и это позволяет вот создавать каждую бочку индивидуально под конкретный сорт винограда и под конкретный теруар, под конкретный мировой регион. И плюс к этому Жером еще придумал авторский обжиг бочки. Вот он как раз совмещает, это просто высший пилотаж виноделия, когда он совмещает дуб и почву, на котором вырос дуб, со своим авторским обжигом и создает бочку под конкретное вино конкретного винодела. И, ну, это, конечно, огромное удовольствие вот работать на этом уровне премиальном. Ну, еще один участник нашей команды – это наш энолог. Энолог – это директор производства, который круглосуточно следит за всем процессом винификации в течение года и в бочках, и в цистернах, за выбором винограда, за прессованием винограда, за розливом. А нашего энолога зовут Галин Милков. А сейчас у него идет 23-й год опыта виноделия. Он 23-й год закладывает вино, он имеет опыт работы на винодельнях в Болгарии, Да. во Франции. Ну, в Крыму он же работает 5 лет, поэтому, собственно говоря, он знает и теруар, он знает уже и качество винограда. Потому что, знаете, есть такая расхожая фраза, что если из хорошего винограда можно сделать плохое вино, то из плохого винограда ты никогда не сделаешь хорошее вино. Поэтому очень важно именно правильно отбирать сырье, в данном случае виноград, да, с которым ты работаешь, правильно его сопровождать. И вот Галина это делает прям вот на высшем уровне. Это очень интересно, очень много тонкостей, но помимо того, о чем вы говорите, те составляющие бизнеса внутри, есть еще обстановка вовне. Вот если говорить об этом рынке в России, вы могли бы сказать какие-то основные характеристики, тенденции, может быть, как-то санкции повлияли? Слушайте, они, знаете, как повлияли с точки зрения рынка, и с точки зрения оборудования для этого рынка. Но вот если мы говорим про общий рынок, ну, то, что сейчас нам как раз здорово, то, что правительство поддерживает русских виноделов,
И вот, например, если мы возьмем там цифру, какое количество сейчас уже вина представлено на полках российского, то это порядка 55%. И причем вот этот рост буквально там в 2 раза он произошел за последние там год-два, когда вот, политика у нас поменялась. Но это, с другой стороны, и сильно меняет наш процесс производства, потому что так как мы используем иностранные материалы, те же бочки, да, конечно, себестоимость продукта сильно увеличивается, себестоимость оборудования сильно увеличивается. Ну вот, например, последний с кейсом, когда мы везли бочки через Турцию, то вот стоимость дороги была равна стоимости самих бочек. И для нас это, конечно, такой вот новый вызов с точки зрения себестоимости продукта и работы с ним. Ну и, конечно, текущая ситуация в геополитическом плане влияет на наше перемещение. Мы проходим практику, стажируемся, обучаемся в Шампане, в премиальных домах по производству шампанского. Ну и, конечно, просто сейчас слетать вот на такую практику туда-обратно, это гораздо дороже, гораздо сложнее. Так же, как и привести наших экспертов и нашего энолога, руководителя производства, который работает в Шампане, вот перевести ее в Крым. Здесь, с другой стороны, зато мы открыли для себя Белград, мы для себя открыли, да. Пожалуйста. Ранее неведомых. Никогда не это. Последний раз возвращались через Алжир. Когда вообще попали? Подумать, да. Ну вот эта вот цифра 55% говорит о том, что конкуренция растет. Как вы оцениваете рынок ваших конкурентов? Скажу свою позицию. По мне, конечно, она растет именно в массовом сегменте. У нас все-таки продукт премиальный, и вот никто пока в России не производит именно авторское шампанское с точки зрения вот того качества, которое предлагаем мы. Поэтому мы как раз нашли ту нишу, в которой мы развиваемся. Конкуренция, конечно, растет, потому что сейчас очень много людей, кто запускает винные бизнесы. И, наверное, вот основное здесь искусство как раз сделать из этого бизнес. Потому что, как правило, вы знаете, любое увлечение вином, производством вина, это, конечно, в большинстве случаев это хобби. Когда ты встречаешься с виноделами, начинаешь обсуждать, зачастую они говорят следующее, что, слушай, ты деньги получишь только тогда, когда ты продашь винодельне, а так это постоянный процесс инвестирования. Мы все-таки вот пытаемся сейчас соблюсти баланс, потому что мы с Ксенией инвестируем в этот проект свои собственные деньги, то есть мы работаем без внешних сейчас инвесторов, поэтому нам важно, конечно, вот этот период окупаемости. А какие вы используете каналы продаж для продвижения вашей продукции? У нас вообще такая дизрапт-история, то есть как раз я ее принес с других рынков, там, где у меня больше опыт, и мы работаем напрямую с потребителем, минуя дистрибьютора, то есть мы продаем, прежде всего, частным клиентам, мы поставляем рестораны и только в премиальные бутики. Ну, в силу того, что продукт у нас люкс, топ-левела, поэтому мы работаем именно напрямую, для того, чтобы те деньги, которые мы получаем от продажи, мы могли инвестировать непосредственно в процесс производства. И здесь вот хочется добавить несколько слов, наверное, про то, что такое премиальное вино с технологической точки зрения, и почему мы не работаем с дистрибьютором. Как мы знаем, крупные дистрибьюторы делают наценку 200-300% на вино. И все эти деньги уходят в прибыль дистрибьютору. А нам важно эти деньги вкладывать в качественное развитие нашего терруара, в самые качественные саженцы, которые мы привозим из премиального питомника, в качественный уход за виноградом, в то, чтобы вырастить хороший качественный виноград, например, на каждом кусте, сформировать определенное количество винограда, не больше 1,5-2 килограмм, которые как раз дадут интересный вкус вина, насыщенный вкус вина. Потом при производстве бутылки вина мы используем около 3 килограмм. Когда мы закладываем виноград в пресс, мы берем только первые 30-40% вытекающего сока, который мало взаимодействует с кожурой, с косточкой. Это дает деликатность, тонкость, тонкий, элегантный вкус. Потому что если мы дожмем, и большинство виноделов производят бутылку вина из килограмма или 1,2, или в лучшем случае 1,5, и дожимают до конца ягоду, и сок много взаимодействует с кожурой и с косточкой, получается очень насыщенное такое ядерное вино, больше похоже на чилийский или австралийский. Мы делаем вина в европейской стилистике, французской, в стилистике старой Франции. Вот этой деликатности нужно, соответственно, 3 килограмма винограда. Естественно, международная команда, которая номер 1 по всему миру на 5 континентах, тоже дорого стоит, и нам важно эту разницу, которую дистрибьютор забирает себе, вкладывать в качество виноделия. Да. Наверное, еще очень важно, чтобы, если мы говорим про авторское вино с вами, это все-таки тираж, потому что мы говорим о том, что мы на всех стадиях этапа производства контролируем процесс. Когда производишь, 200 тысяч бутылок, даже 50 тысяч бутылок, это нереально сделать.
Поэтому мы работаем с небольшой партией, у нас всего 9 тысяч бутылок, то, что мы производим. Поэтому здесь можно отследить и гарантировать, что тот продукт, который получит потребитель, он действительно будет того качества, то, что мы Когда задумали. мы говорим авторское, это еще то, что мы с Иваном, как совладельцы, участвуем на всех этапах производства. На этапе выбора винограда, у кого его закупать, у кого получился лучше. На этапе его сбора, сами тоже участвуем в сборе. На этапе прессования. И на всех этапах винификации, и дегустации, и принятия решений о различных ассамбляжах. Вот, и о вкусе и ароматике как бы готового продукта. Это тоже важно для премиального вина. А могли бы вы дать характеристику, вот кто ваш потребитель, кто ваши клиенты? Ну, больше всего, конечно, это частные клиенты. Второй сегмент, с которым мы работаем, это рестораны, тоже премиального уровня. Ну и бутики. Это, наверное, вот 3 основные группы, с кем мы работаем. Но здесь, наверное, важно не просто продать продукт, потому что, знаете, как это... дешево донести продукт до клиента, ну, это может и полка, это может интернет. Наш продукт более сложный, потому что это, ну, прежде всего, конечно, история, это качество, и об этом качестве нужно рассказывать. Ну, по-другому здесь, наверное, никак. Поэтому только через личное общение, через вот Я, кстати, дегустации, каналы. У Ивана и Ксении на презентации, на дегустации. Это действительно очень увлекательный процесс. От себя могу лично сказать, что действительно очень интересно, и ребята прям делают презентации. По-настоящему увлекательно, видно, что вкладывают в это свою душу, свое умение, свое мастерство. Поэтому спасибо за тот труд, который Спасибо вы за делаете. отзыв. Действительно очень здорово. Я бы еще добавила 4-й сегмент нашего клиента. Это владельцы и руководители компаний, ну, то есть предприниматели, топ-менеджеры, которые покупают наше премиальное вино и шампанское для подарков от своей компании своим партнерам, клиентам или друзьям. И здесь мы предлагаем такой уникальный продукт, что мы делаем персонализацию бутылки и можем написать на этикетке, что партия создана эксклюзивно для, и написать название компании или для друзей, там, например, Петра Петрова. Вот, и уже человек, который владелец или руководитель, может дарить. И вот у нас есть такие клиенты, которые выкупают, там, например, по 100, по 200 бутылок и обеспечивают себя подарками на целый год. И вот эта идея очень хорошо сработала. Ну, перед Новым Да, это, мне годом кажется, очень оригинальный и подарок. Знаете, сейчас праздниками. экономика впечатлений в целом, поэтому все вот ищут, а что же подарить? И вот здесь как раз, когда ты говоришь про авторское вино ограниченным тиражом, это как раз появляется вот такой вот уникальный подарок, который отражает свойства человека. Потому что как мы даем на пробу наши текущие там тихие вина, да, человек сам выбирает, что ему больше нравится, и именно это дарит уже своим либо партнерам, либо клиентам. То есть это тоже отражает его вкус и характер. Еще увлекательный момент, что мы вместе с нашими клиентами создаем какие-то новые продукты, которые прям рождаются во время диалога. Вот, например, в понедельник на вечерней дегустации родилась идея, что мы можем производить бочки с вином в качестве такого премиального подарка, что это будет специальная бочка вот из леса аргон, сделанная специально жировым, на которой будет написано, для кого она сделана. Мы ее привозим, мы делаем весь процесс винификации. Ну и получается в районе 2 миллионов такой шикарный подарок, очень такого люкс-уровня, который... Ну, Просто это 228 литров вина, да. которое есть только у тебя и которого нет Впечатляет. ни у кого. Такой опыт есть во Франции, вот мы, наверное, станем теми, кто этот опыт привнесет и в Россию. Скажите, а почему именно вот премиальный сегмент? Это было чисто экономическое решение или есть какой-то еще в этом смысл? Для нас, да, с учетом того, что у нас всего 2,6 га, Мгм. поэтому для нас, наверное, другого пути-то и не существовало с точки зрения того, как производить и как относиться к виноделию. Поэтому мы сразу изначально решили, что все-таки мы говорим про авторское шампанское, что мы говорим про гастрономическое шампанское и про качество прежде всего. И вот это, наверное, это основные вот вещи, с которыми мы сейчас работаем для того, чтобы... Ну, я тоже могу добавить, что я просто сама очень люблю премиальное гастрономическое французское шампанское стоимостью от 500 евро до там 20 тысяч евро. Есть еще один нюанс. Да, наслаждаюсь вкусом, ну, как определенное путешествие, такой гастрономический оргазм, да, когда это шампанское там можно сочетать с едой, вот. И в России его не производят, и очень хотелось, чтобы такой продукт появился на российском рынке. А путь к созданию этого продукта, это, конечно, творчество, это искусство. А интересно же заниматься
творчеством, искусством, это увлекательно, это гораздо интереснее, чем, ну, просто какой-то масс-маркет. Когда есть свой личный интерес еще, да? Ремесло. Тут задействована душа, сердце, это жизнь как раз. Да, ты не можешь, на самом деле, виноделием заниматься просто как вот с точки зрения цифр Да, и моделей. отстраненно. Потому что существуют другие варианты, как можно заработать, Да. а это, конечно, нужно любить, потому что это прежде всего история, это прежде всего люди, и это прежде всего, конечно, вот это вот то, что ты отдаешь все-таки частичку себя. Вкладываешь частичку себя, свою энергетику. А если говорить о цифрах, все-таки вот какие инвестиции необходимы для создания такой компании? Вот на своем примере. Мгм. Ну, на данном этапе мы с Иваном являемся соинвесторами, 50 на 50, инвестируем собственные средства из других бизнесов. За 2 года мы соинвестировали примерно 20 миллионов рублей в покупку земли, в оплату и работу всей команды, в то, что мы в августе собрали виноград, заложили его на винификацию, год оплачиваем работу нашего производства. На данном этапе мы арендуем площади на уже существующем производстве наших Потому что партнеров. дешевле шерить ресурсы с точки зрения пресса и так далее. То есть у тебя сразу Ну, в порог будущем, входа да, планируем становится. построить собственное производство на собственной земле, на терруаре, там же, где виноградники. А если говорить о периоде окупаемости, вот в этой сфере, вы считаете, какой он оптимальный, желаемый? Слушай, ну вот мы анализировали, вот мы для себя в модель заложили 4 года, вот тот цикл, который есть, когда мы уже сможем получать первую прибыль. Но здесь понятно, что очень много факторов, но мы мыслим здесь больше с точки зрения не рисков, с точки зрения возможностей. Условно, чем больше мы продаем на первом этапе, тем быстрее, конечно, эта окупаемость, она возникнет. Ну и, конечно, вот российский рынок, он очень сильно отличается от французского, и у нас довольно много уже или еще идей, которые не реализованы в России. Например, во Франции есть такая традиция покупать шампанское либо вино, когда оно еще не готово. То есть, когда ты инвестируешь в продукт на моменте, когда он только начинает формироваться. Вот мы тоже пытаемся привить эту культуру и в России, поэтому вот с учетом нашего цикла производства, что шампань 4 и 8 лет, то есть уже сейчас можно приобрести бутылку этого вина по более низкой цене, потому что мы понимаем, сколько это будет стоить через 3-4 года, и через 4 года получить эту бутылку уже у себя, специально сделанную для тебя и там, под определенным номером, что это, опять же, будет некий уникальный продукт. Ну, еще если говорить вот о конкретных цифрах, да, в плане оборота, инвестиций и прибыли, да, и окупаемости, ну, каждый винтаж 9000 бутылок, да, приносит нам в год, если мы его полностью продаем, около 85 миллионов рублей, то есть за 5 лет мы выходим на оборот 500 миллиарда, но первые 4 года весь получаемый оборот мы реинвестируем в процесс производства и развития компании. Наверное, только вот где-то на 5-й год мы можем получать какую-то прибыль, закладывать в план уже получение прибыли в пользу совладельцев. Ну, мне кажется, это такая сфера, которая действительно увлекает и захватывает. Нас смотрят сейчас предприниматели, и наверняка у них возникает вопрос о рисках. Могли бы вы поделиться, с чем вы, возможно, уже столкнулись? Какие риски необходимо учитывать? Какие, может быть, подводные камни? Ну, вот если мы здесь говорим, знаете, если бы, наверное, я вот вначале, когда входил в этот проект, думал только о рисках, мы так его бы не начали. Поэтому здесь, скорее всего, ты идешь вот пошагово, больше увлекаясь этой идеей. Но рисков здесь, конечно, множество. Ну, наверное, каждый производитель знает, если он производит особенно пищевой продукт, то там все может пойти вообще не по плану. А еще сложнее, когда ты занимаешься виноградарством, когда ты начинаешь выращивать этот виноград. Но сейчас, конечно, у нас больше гибкости, потому что мы можем взять виноград с разных участков и, соответственно, его заложить. Поэтому мы каждый раз оцениваем, какого качества получился виноград, для того, чтобы его уже дальше закладывали в бутылку. Когда ты уже имеешь свой виноград, здесь, конечно, гибкости меньше. Поэтому это всегда, конечно, больше всего климатические истории, качество продукта. Вот здесь, это, наверное, вот основные риски. Ну да, это вот заморозки, например, погодные условия. Когда свой виноградник, может быть такая ситуация, что не будет урожая. Это, конечно, риск, но это риск, который можно отработать и нивелировать тем, что заключить контракты с соседями и закупить виноград у соседей. Ну, в крайнем случае, если, например, свой виноградник вымерз, да, и невозможно собрать виноград, то есть об этом нужно думать заранее. Очень интересно, когда вот мы были на последней стажировке во Франции, там все сейчас обсуждают всемирное потепление. И все говорят, что в ближайшие 4-5 лет идеальное место для выращивания винограда, оно с Шампании переместится в область Лондона где-то. И на самом деле, если мы говорим про инвестиционные проекты, то сейчас очень многие пытаются, покупают землю, высаживают виноградники для того, чтобы через 4-5 лет, как раз, когда
климат поменяется, уже можно было иметь более-менее взрослый виноград и на этом вот уменьшить время выхода, инвестиционный период бизнеса. Да. Поэтому вот это аффектит на всех. Я знаю кейсы, когда сейчас, не знаю, в Йошкар-Оле пытаются вырастить виноград, на Алтае. То есть, знаете, такие вот прям смелые идеи с точки зрения того, как вот это можно сделать по-другому. Очень интересно будет посмотреть результат. Да-да-да, потому что вот сейчас что происходит в той же Шампани, что идет потепление, и виноград созревает либо позже, либо раньше, но уже цикл полностью меняется. То же самое мы видим и в Крыму. Вот. Поэтому, конечно, вот к этому адаптируемся постоянно, что-то меняем. Но, тем не менее, это, конечно, такая угроза, она есть. И вот на нее сложно как раз повлиять. А если говорить не о рисках, а о возможностях, вот вы могли бы назвать какие-то факторы, которые вы считаете, что могли бы, наоборот, приносить успех этому направлению? Да, конечно, это отсутствие конкуренции на рынке премиального гастрономического шампанского, которое выдержано в таких вот специальных бочках. Мы первые в России, кто вообще это сейчас создает. Вот. Никто еще в России не работал с бочками из леса Аргон, с которыми работают премиальные дома шампанских вин в Шампане, и это, существенное преимущество. Потом создание премиальных вин, по технологии, да, и в этом сегменте авторских вин, тут тоже практически отсутствие конкуренции. То есть всего 4-5 виноделин делают, вина такого уровня. Да, в России, может быть, существует там около 60, да, производителей вина, которые больше работают в сегменте масс-маркет, и, может быть, между ними, уже зарождается какая-то конкуренция, но все равно даже эти производители не покрывают все потребности рынка, а покрывают только примерно 20-30 потребностей рынка, 70% потребностей рынка не покрыты русским. То есть точно мы сейчас работаем на вином. растущем рынке, но вы понимаете, любой растущий рынок – это всегда возможности. Да. Вопрос, как быстро ты бежишь, да, насколько качественно ты можешь донести до покупателя тот продукт, который И производит. я вижу еще одно преимущество, это, конечно же, определенное настроение русского клиента, российского клиента. Сейчас мы чаще слышим о том, что нам говорят: ребят, мы хотим заплатить деньги в русский продукт, и поддержать русский продукт и русский стартап. Мы больше не хотим поддерживать французское, итальянское, австрийское, немецкое вино. Для нас важно поддерживать российский бизнес. И это четкая позиция, которая последний год очень четко отслеживается, тоже на российском рынке. А если говорить о планах, перспективах, задачах на ближайшие 3-5 лет, наверняка они у вас есть, могли бы вы поделиться? Основное, это, конечно, вот и то, к чему мы идем, это создать и тихое вино, и игристое или шампань именно в бочках. Поэтому мы сейчас начинаем этот процесс. Весной как раз будем делать ассамбляж и выбирать именно то, что мы уже непосредственно заложим в бутылку для того, чтобы получить вот тот продукт, который мы планировали. И также в наших планах, каждый год производить минимум 9 тысяч бутылок, а может быть от 9 тысяч в какой-то год сделать 20 тысяч винтаж, 20 тысяч будет максимум. До этого там может быть цифра 15 или 12 тысяч бутылок. Успешно их продавать в течение 5 лет, достичь оборота 500 миллиарда рублей за 5 лет. Вот это основные наши планы по цифрам. Наверное, может быть, еще реализовать такую же маркетинговую стратегию за 5 лет, которую реализовал дом Жак Селос. Это номер 1 производитель в мире премиального шампанского, у которого на 40 лет вперед выкуплены все его винтажи премиальными винными бутиками и 3-звездочными мишленовскими ресторанами, да, со всего мира. И если кто-то хочет попробовать его шампанское, нужно идти либо в ресторан, либо в этот бутик, либо приехать к нему на виллу и попробовать у него дома. И он оставляет там пару сотен бутылок для своего ресторана. За 5 лет попробовать реализовать такой концепт, чтобы наши все бутылки, которых немного премиальной шампани, всего пару тысяч, были выкуплены на десятки лет вперед, заранее. Я вам искренне желаю, чтобы все ваши цели и задачи были реализованы, и, возможно, даже чтобы результаты, которые вы получите, превзошли ваши ожидания. Приятная очень такая сфера, изысканная, красивая. Вы прививаете такую интересную культуру, с которой мы знакомимся. Я думаю, с удовольствием скажу от всех, наверное, потребителей, как сама участница вашей презентации. У меня в гостях были основатели винного дома Иван и Ксения Крус. До встречи на нашем канале. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо.